Всем привет! Речь пойдет, как лучше разводить волнистых попугаев, да и других птиц в вольере, в стае или парно в клетках. Начнем с вольерного содержания и разведения. Птица может разводиться в вольерах как на улице, в открытых помещениях, так и в закрытых. Так вот, эта птица будет очень различаться по состоянию, так как солнечный свет будет действовать на их иммунитет и будет убивать патогенную микрофлору, и что будет в меньшей степени работать в закрытых помещениях. В открытых вольерах на улице мы сможем разводить птиц только в теплое летнее время. Остановимся пока на закрытых вольерах в помещении. Пока птица в вольере сидит на отдыхе и на нее нет физических нагрузок, и даже если нерегулярно убираться, она будет себя вести нормально. Но когда мы начнем готовить ее к разведению, у нее будут протекать в большей степени обменные процессы. Появится нагрузка на птицу. Я к чему все это? По каким-либо причинам какая-то птица приболеет. И сейчас попробую рассказать основные недостатки вольеров. Остатки мягкого корма, раскиданного по полу вольера. Если их не убирать, они рано или поздно начнут преть и плесневеть. Тем самым птица, склюнув в голодном состоянии это зерно, начнет постепенно болеть, вплоть до гибели, если вовремя не выловить ее в отдельную клетку. Второй источник заражения идет через ноги. Птица, бегающая по полу или крышкам гнезд, где есть скопление помета, рано или поздно сядет в кормушку с кормом или поилку. И если она будет больной, то заразит остальных через корм или воду. В вольерном содержании и разведении птиц мы не сможем принудительно спаровать птицу. Здесь идет все самотеком. И желательно, чтобы самцов и самок было равное количество. Допускается в вольере на 2 самца больше, чем самок. В процессе подготовки птиц к разведению в вольере при подвешивании гнезд столкнемся с драками самок за гнезда, вследствие чего может быть гибель обоих. И этих самцов, спарованных с этими самками, будет трудно выследить. Будет идти постоянная перепаровка, если их не выловить. У самок будут постоянно рваные носы и прокусанные крылья из-за драк. Также, если самка по каким-либо причинам заскочит в другое гнездо, она может перебить всех птенцов. И с каждым выводком будет все хуже и хуже. Также из-за преждевременной очередной кладки яиц самка выгоняет птенцов. И если они не успели окрепнуть, будут бегать или сидеть по полу. Они большую часть находятся на полу, и так как они еще не знают, какой корм им есть, они будут пробовать все, что им попадется с пола, если их не будут подкармливать родители. И опять пошло заражение птиц. Если долго не убираться в вольере, остатки мягкого корма и помета будут преть, будет выделяться патоген. И когда рано или поздно начнем уборку, пыль поднимется с патогеном, птица надышится им и начнет болеть. Поэтому я думаю, хотя бы раз в неделю, а то и каждый день во время разведения нужно убираться с маленькой дезинфекцией. Еще бывают такие ситуации, когда несколько самцов атакуют одну самку. И тут хорошего ничего не будет. Думаю, поняли, о чем я. При гибели самки во время разведения мы уже не сможем подселить ремонтную, так как начнет она искать себе гнездо и будет мешать другим самкам. Начнут драки до смерти и гибель птенцов. Перепаровка также будет. Но может вам и повезет, если она быстро найдет свободного самца и гнездо, что вряд ли.
При вылете птенцов из гнезда, если их не пометить вовремя или окольцевать, то мы не сможем уже определить, из-под каких родителей они произошли. И оставляя этих птенцов себе на племя, мы не сможем более качественно сформировать пары на следующий сезон, так как самцы и самки могут оказаться одногнездками, что приведет к закровливанию птиц. И нам придется докупать или приобретать новую кровь. При приобретении новых птиц мы, возможно, приобретем новые болезни птиц и можем потерять часть своего поголовья, что можно поступить иначе при парном разведении. Если бы вот этот самец сидел в вольере, он бы уже бы умер бы. А так вот в клетках он даже вытянул 5 птенцов. Вот такие основные недостатки вольерного содержания. Да, хорошо, конечно, мало затрачено времени на раздачу кормов, уборку, типа больше птиц на меньшей территории. Ну и есть много недостатков, при которых каждый выводок и сезон будет хуже и хуже. Ну, может, у кого-то и отлично в вольерном содержании и разведении, спорить не буду, так как все выше было замечено на своем опыте при разведении в вольерах. Поэтому я решил попробовать парное разведение. При клеточном содержании вы уйдете от грязных ящиков. Здесь у вас уже будет чисто, как вот здесь. Гнездо стоит снаружи садка. И вот поэтому скопления помета здесь не будет. Вы уйдете от этих плохих факторов. Также можно почистить поддоны в любое время. Здесь скапливаются остатки. И в раз там 3-4 дня определенное количество помета шелухи. Поэтому это все легко почистить, даже когда очень мало времени. Также в этих клетках мы уйдем от драк между самками. В клетках можно очень легко добавлять и убирать любую из птиц, которая либо плохо плодит, плохо кормит или по каким-либо причинам заболела. Ее можно легко заменить ремонтной птицей. Также при протекании какой-то болезни проще сделать какую-то маленькую дезинфекцию. Быстро вымыть, допустим, полы, протереть те же самые ящики, гнезда, вымыть поддоны, что не сделать в вольере на полу. Также можно заменить жердочки, которые в вольере все время грязные. Вольерное содержание больше подходит для тех, у кого мало времени и хочет развести побольше птиц на меньших площадях. Ну, то есть все зависит от количества птиц. То есть в вольерах можно держать большее количество их, но при этом могут возникнуть некоторые проблемы. При парном содержании можно более тщательно вести племенной учет птиц. То есть мы знаем уже, где какая пара у нас, что она собой представляет, сколько птенцов она выкармливает, как кормит самец самку и птенцов, какая оплодотворяемость этой пары. И в любой момент ее можно выбраковать, либо оставить этих птенцов себе в дальнейшем на племя. При парном содержании мы также столкнемся с определенными трудностями. Это будет больше уходить времени на уборку клеток, гнездовых ящиков, также на раздачу корма и на раздачу воды в поилках,
каждой паре. На мытье поилок будет уходить также много времени. Нам понадобится больше минеральных камней, больше кормушек, больше поилок, затраты времени на изготовление клеток и поддонов. А на все это нужно время, чтобы это все сделать. Также мы столкнемся с такой проблемой в парном разведении, как расклев голов птенцов ихними же родителями из-за агрессии. Бывают такие ситуации, когда самка идет на вторую кладку, а птенцы еще не вылетели из гнезда. Они пытаются их выгнать оттуда, но они в какой-то мере выходят, потом заходят. В общем, они мешают самке полноценно сидеть на гнезде. Тем самым у самки или самца появляется агрессия. И бывает расклеп птенцов, то есть они их убивают. Но это только единичные случаи. И происходят они из-за определенных нюансов. Даже если пошел какой-то очаг заражения, то всегда можно определить, с какого места он начал проявляться. И тут уже легче назначить лекарство той или иной птицы, где вызван этот очаг. И поэтому не приходится давать антибиотики всем птицам. Также при парном разведении можно регулировать раздачу кормов. Одним больше яичного корма, другим пророста, зелени, вареного зерна и так далее. Ну и каши. В общем, можно каждому регулировать свое меню в период разведения и подготовки птиц к очередной кладке. Основные недостатки при парном разведении это является ожирение птиц. То есть, когда они находятся в клетке на отдыхе, в основном, они начинают жиреть. Из-за малого полета, слабая физическая нагрузка, и поэтому они очень быстро жиреют. Тем самым в первых кладках получается больше неоплодотворенных яиц. Но тут своего рода нужна специальная подготовка птиц к разведению, чтобы довести их до того нужного момента, чтобы они были готовы к этому размножению. Еще один недостаток, которым я столкнулся, это клетки. То есть сетка, из которой она изготовлена. А в частности, это ячейка сетки. Здесь у меня стоит ячейка 25 на 25. Но желательно это сделать 12 на 25. Потому что бывает, выходят птенцы не очень хорошего качества. То есть они худенькие чуть-чуть. И они пролазят в эту сетку. Еще один нюанс, эта птица даже взрослая. Она достает между сеткой и до поддона. То есть она может склевать эти остатки пищи на поддоне в голодном состоянии. Основным недостатком является уборка кормушек и поилок. Каждый день нужно убирать мягкий корм, тарелки вымывать, поилки вымывать, наливать чистую воду. Также раздача сухого корма происходит во время разведения практически каждый день. Если погибла самка во время разведения и птенцы уже в трехнедельном возрасте, то самец с легкостью докормит этих птенцов даже без самки. И не надо там не подпускать никаких самок, пока самец не докормит птенцов. Что не сделает это самец в вольере, если останется с птенцами, то другая самка с легкостью залетит и убьет всех птенцов, когда петух начнет перепаровку делать. Ну и сделаем такое небольшое заключение, что оба методы эти в своем роде и хороши, и плохи. В вольере у нас одни недостатки и плюсы, при парном содержании у нас другие косяки. И поэтому я пришел к такому выводу, что птица должна содержаться на отдыхе в вольере. А когда наступает сезон размножения, и если есть у нас много свободного времени и хотим более качественно вести селекцию, то можно этих птиц пустить в парное разведение. То есть рассадить по клеткам
Тем самым, на мое усмотрение, мы добьемся больших результатов. А когда закончится сезон размножения, выпустить эту птицу обратно в вольер. Ну или оставить на месте. Она наберется своего физического состояния, перелиняет, окрепнет. И так дальше повторим на следующий сезон. Друзья, что я знал, все изложил выше. Вольера у меня не осталось, показать особо нечего. А парное разведение видели сами. Переходить с вольеров на пары я пробовал и обдумывал 2 года. На 3-й решился. И результат постоял за себя в лучшую сторону, но доставил больше хлопот. Теперь выбор остается только за вами. Взвесьте все плюсы и минусы, прикиньте, посидите на досуге, и вы сами решите, что вам нужно. Пока не попробуешь, не узнаешь. Спасибо вам за просмотр. До скорых встреч.